Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить выгрузку расхода из рекламного кабинета ВКонтакте в Google Analytics. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему ВКонтакте. Теперь необходимо указать действие. Я рекомендую выбирать действие по дням, для того, чтобы загружать статистику один раз в сутки за предыдущий день. На этом этапе вам необходимо подключить аккаунт ВКонтакте к системе Apex Drive. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». Теперь необходимо указать рекламный аккаунт и период выборки за вчера, для того, чтобы выгружать статистику один раз в сутки за предыдущий день. На этом этапе вы можете настроить фильтр. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому кликаем «Продолжить». Здесь вы видите статистику по одному из дней. Обратите внимание, что расход указан в рублях. И теперь нам нужно перевести его в валюту Google Analytics, а именно в доллары. Для этого добавим еще один блок «Поиск данных». Выберем систему «Курс валют». Действие «Получить текущий курс». Для этой системы доступ не требуется, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь нам необходимо указать банк, из которого мы будем получать текущий курс, а также выбрать точность округления. Сейчас мы видим текущий курс выбранного банка. Для того, чтобы перевести расход в рублях по текущему курсу в доллары, добавим еще один блок «Математические операции». Выберем точность округления. В поле «Условия для расчета» выберем переменную из ВКонтакте, в которой содержится расход. Поставим знак деления и укажем нужный нам курс. После этого кликаем «Продолжить». Сейчас мы видим результат расчета перевода рублей в доллары. Если все хорошо, кликаем «Далее». На этом настройка источника данных ВКонтакте завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных Google Analytics. В качестве системы приема данных выбираем Google Analytics. Для того, чтобы выполнять отправку расходов в Google Analytics, выбираем действие «Импорт расходов». Теперь нам необходимо подключить аккаунт Google Analytics к системе Apex Drive. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». Теперь нам необходимо указать аккаунт, ресурс и контейнер для приема данных. Если у вас такой контейнер еще не создан, давайте сделаем это вместе прямо сейчас. Для этого необходимо перейти в личный кабинет Google Analytics. Кликаем на настройки и находим пункт «Импорт данных». Для того, чтобы создать новый контейнер, кликаем «Create». Выбираем пункт с расходом и кликаем «Продолжить». Здесь необходимо дать имя контейнеру и выбрать представление, с которым он будет работать. Далее необходимо указать все нужные вам метрики. После того, как контейнер создан, вы можете его выбрать в настройках Apex Drive.
Я же буду использовать контейнер, который был создан ранее. Теперь необходимо заполнить поля Google Analytics переменными из ВКонтакте или прописать значения вручную. В качестве значения расхода для Google Analytics выбираем переменную из блока «Математические операции», где у нас уже произведен перевод в нужную нам валюту. После того, как все необходимые поля назначены, кликаем «Продолжить». Теперь мы видим пример данных, которые будут отправляться в Google Analytics. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Google Analytics». Затем переходим в личный кабинет Google Analytics, чтобы проверить результат. Обратите внимание, чтобы у вас было выбрано правильное представление и дата. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи 1 раз в день. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!